Война Израиля с Ираном набирает обороты. Вчера Израиль атаковал множество целей в Тегеране и в других регионах Ирана. Израильские самолеты свободно действуют в небе над Ираном. Иранские СМИ не сообщают о погибших в результате атак. Мы прочитали сводку BBC об информации в иранских СМИ. И в ней говорится, что государство там стремится преуменьшать информацию о жертвах. Свободных СМИ в Иране нет, какую-либо иную информацию получить сложно. Израиль сообщает о поражении множества военных объектов, в том числе зданий Министерства обороны. Иран пытается отвечать. Вчера было запущено несколько залпов баллистических ракет по Израилю. Точного оружия у Ирана нет, по военным объектам в израильском тылу Иран не мог бы попасть, даже если бы захотел, но примерно в город эти ракеты попадают и несут много взрывчатки. В одном из арабских городов севера Израиля вчера ракетой убила целую семью из 4 человек. Она попала прямо в их частный дом. В центре страны, в городе Бат-Ям, ракета снесла половину многоэтажного жилого дома. Большая часть жителей была в бомбоубежище, и они не пострадали. Но 10 человек все же оказались под завалами. В данный момент известно о 6 погибших и 4 пропавших без вести. Эта война демонстрирует значительные изменения политики Израиля по отношению к тем его соседям, которые явно и публично ставят перед собой цель его уничтожить. Раньше ведь было не так. Была концепция недоброжелательного сосуществования. Израиль хотел отгородиться от врагов стеной и, мол, делайте там у себя что хотите. Он не особенно-то атаковал ни Хамас, ни Хизбаллу, ни Сирию, ни тем более Иран. Хотя эти страны и организации ставили своей целью его уничтожение. Израиль пытался с ними сосуществовать и даже выстраивать какие-то отношения. Почему эта концепция столько лет работала? Почему Израиль с 1979 года терпел существование неподалеку режима, который хочет его уничтожить, а сейчас вдруг перестал терпеть? Этот разговор касается далеко не только Ближнего Востока. Он ознаменовывает собой изменение отношения к агрессивным диктатурам в целом. Давайте сегодня об этом поговорим. Сложно переоценить, насколько безупречно было положение лидеров Хамаса до октября 2023 года. Вы полностью контролируете свою территорию и население. Что делать не очень трудно, потому что у вас 2 миллиона человек, сидящие друг у друга на головах, на очень ограниченном пространстве. Через вас проходят невероятные и никому не подотчетные финансовые потоки. У вас нет даже пародии на какую-то правовую систему, которая бы вас ограничивала. В ваши дела никто не лезет, вам не нужно соблюдать даже тех минимальных приличий, которые вынуждены соблюдать чуть более цивилизованные диктаторы. Своих оппонентов можно просто сбрасывать с крыш, не утруждая себя имитацией законного преследования. Израиль не несет вам лично никакой угрозы. Израиль, никогда публично это не признавая, в принципе заинтересован в том, чтобы вы жили долго и счастливо. Потому что любая страна и любая спецслужба обычно держатся за статус-кво. Вас Израиль уже знает, при вас этот статус-кво есть. А если действующую верхушку Хамаса поубивать всех одним днем, то хрен его знает, какая там кровавая баня начнется в борьбе за власть и какие динозавры в итоге победят. Кормите свое население байками о зловредных евреях, запускайте иногда свои водопроводные трубы, получайте точечный ответ от Израиля, и мировые каналы покажут разрушения. Вы получите очередную премию к гуманитарной помощи, а ваши родственники купят еще кусок побережья на Швейцарском озере. Так можно жить не годами, десятилетиями. Полная власть над территорией, отсутствие обязательств перед гражданами, как у настоящего государства, мелкие пакости Израилю, с которым вы находитесь в созависимых отношениях, который совершенно не хочет вас убить. А главное, богатство растет, как на дрожжах. Нападение 7 октября стало полной неожиданностью в первую очередь потому, что оно феноменально глупое. У лидеров Хамас, которые стали абсолютными монархами и мультимиллионерами, только благодаря сложившемуся статус-кво, не было ни единой причины его разрушать. Ни единой причины переходить красную линию, за которой те, кого полностью ты устраивал, обязательно придут и тебя убьют. Ни одна страна, будь то не зубастый Израиль, а хоть Люксембург, не спустит с рук массовое убийство своих граждан, особенно женщин и детей. Это политически невозможно. Таким нападением ты сознательно меняешь власть, жизнь во дворце, обеспеченное будущее детям и праправнукам в дорогих европейских странах на очень скорую кончину в вонючем тоннеле.
С одной стороны, то варварское нападение – это огромный провал израильских спецслужб. С другой стороны, очень понятно, почему они ничего не ожидали и расслабились. Потому что феодалы-миллионеры, правящие Газой, хотят оставаться феодалами-миллионерами. Они явно не совершат того, что превратит их в неопознанные останки. Мало ли что они болтают своему населению, на чем строят идеологию. Северная Корея вон уже 70 лет воюет с Южной, и заодно и со всем миром западного капитала. Западный капитал не пострадал вообще. Юг страдает не особо, а на севере под эту лавочку Кимы уже наследственную монархию построили. Если ты наживаешься на холодной войне, то должен делать все, чтобы она не стала горячей. Ведь холодная война – это деньги и власть, а горячая война – это могила. Точно такое же отношение можно транслировать и на Иран. С одной стороны, цель на уничтожение Израиля, непризнание его права на жизнь – это камень в фундаменте политического режима Ирана. Эта идеологема зашита в устройство Ирана с момента исламской революции. В риторике лидеры Ирана вполне прямым текстом называют Израиль раковой опухолью и призывают к его уничтожению. И пока в Иране правит режим аятолл, это не изменится. Иран не вчера начал разработку ядерного оружия. Этой программе уже больше 20 лет. И не со вчера же Иран преуспевает в средствах доставки обычных вооружений. Беспилотники, большой ассортимент крылатых и баллистических ракет. Все это разрабатывалось безо всякой тайны, возилось на выставки, продавалось другим странам. Иран вполне открыто вооружался и ни единой секунды не скрывал, против кого вооружается. Возникает логичный вопрос. Есть большое и опасное государство, которое отрицает право Израиля на существование. Лидеры этого государства прямо говорят о намерении Израиль уничтожить. Это государство явно вооружается, явно собирается обзавестись ядерной бомбой. Так почему же милитаризированный по уши Израиль не задавил все это дело в зародыше? Почему генералы, инженеры, физики-ядерщики стали массово гибнуть только сейчас, когда уже достигли большого прогресса? Когда бомбить уже надо в 10 раз больше, чем 10 лет назад, и в 100 раз больше, чем в начале нулевых, когда вся ядерная программа еще сидела в лабораториях. У Израиля всегда были бомбы, самолеты, и явно всегда израильская разведка знала, чем любой сколько-то заметный иранский деятель позавтракал. Нельзя себе представить, что Израиль не мог сделать то, что сделал сейчас сколько угодно лет назад, но почему-то не считал это нужным. Ответ на вопрос, почему только сейчас, государство Израиль дает прямым текстом. Сейчас есть основания считать, что те люди, которые угрожают Израилю гибелью, перейдут от слов к делу. Угрожало ли вооружение Ирана, особенно его ядерные разработки, Израилю? Гипотетически да. Практически недостаточно для начала превентивной воздушной войны. Правящий класс Ирана может во что угодно верить и кого угодно ненавидеть. Но мы точно понимаем, что элита хочет оставаться элитой, сохранять власть и передавать ее по наследству. Заиметь ядерную бомбу – это один разговор. Это способ обезопасить себя от внешнего вторжения и укрепить свой режим. Но попробовать скинуть бомбу на Тель-Авив – это самоубийство. Для того ли ты забрался на вершину власти 90-миллионной нефтяной державы, назаводил себе офшорных счетов, недвижимости, отправил сына учиться в Швейцарию, а дочь в Лондон, чтобы превратиться в ядерный пепел? На этой предпосылке строятся не только отношения Израиля с теми, кто его не любит. На ней стоит вся мировая безопасность. Какой-то хмырь, будто Хомейни, Путин, Ким, где-то там себе вооружается. Рассказывает своим гражданам, что везде кругом враги. Делает всякие пакости соседям и не только соседям. Где-то что-нибудь взорвет, боевое отравляющее вещество посреди города разольет, кусок чужой территории отожмет, террористов вооружит и обучит. Но сколько бы он ни показывал мультиков о ракетах, летящих на Майами, есть однозначное понимание, что это корм для внутренней аудитории, что мыло он сам не ест, что в первую очередь он хочет сохранить власть, что люди, у которых пожилые родители встречают свою пенсию в Майами, вряд ли что-то будут туда сбрасывать. Угрожать можно кому угодно с утра до вечера, но реальная война, про ядерную уж вообще разговоров нет, это прямой риск дестабилизировать свой собственный режим до такой степени, что ты потеряешь все – власть, активы, будущее своей семьи и жизнь. Короче говоря, лучшая противоракетная оборона от любого диктатора, который активно корчит из себя безумца, это его миллиарды на банковских счетах потенциального противника. Так вот, мог ли Израиль сделать все то, что делает сейчас, раньше?
Мог, но не хотел. Потому что можно, конечно, разрушить режим, состоящий из очень богатых жирных котов, которые всю дорогу Израиль уничтожают, но не заходят дальше угроз и пакостей. Но совершенно не факт, что в результате кровавой революции на освободившееся место не придут молодые волки, в которых еще не потух молодецкий задор, которые действительно хотят воевать, а не чесать языком, и которым, в отличие от старой номенклатуры, нечего терять. Логика здесь та же, что и с Хамас. Да, режим в Иране упыри, но это знакомые упыри, предсказуемые упыри. Упыри, с которыми Израиль сосуществует уже очень давно, которых он и его союзники держат за всякие интересные места, в основном за кошельки, при которых Израиль точно знает, где эти упыри остановятся. Если снести их, придет очередное исламское государство. И вот оно уже сбросит на Тель-Авив все, что есть. Ему не вилла на озере, ему царствие небесное нужно. Ныне же можно однозначно констатировать, что мир этот закончился. Так больше не работает. После 24 февраля 22 года, после 7 октября 23 года нельзя говорить: тот, кто без конца угрожает напасть, никогда этого не сделает, потому что он не сошел с ума. Он же понимает последствия. Ему же нужны власть и деньги, а не наши трупы. Мы теперь знаем, что это вообще не факт и не аргумент. Диктаторские режимы, оказывается, вооружаются как минимум не только для того, чтобы впечатлить своих подданных. Когда диктаторский режим говорит «мы хотим вас убить», ему нужно верить. Может быть, это будет не через год, не через 2 и даже не через 20, но рано или поздно, без конца повторяя самому себе «убить, убить, убить», стрёмный режим положит огромный болт на всю ту рациональность, которую вы ему приписывали. В один момент станет неважно все остальное. Миллиарды на счетах, персональные риски – все это уйдет на второй план по сравнению с очень простой реальностью. Диктаторский режим созрел убивать. Главная проблема с этим в том, что когда такой режим пойдет убивать, то перестанет иметь всякое значение, какой ничтожной была вероятность, что он начнет это делать. А что еще хуже, неизбежные последствия для агрессора не сделают жертве лучше. 300 миллиардов долларов замороженных средств Центробанка России – это потери, равные ВВП Венгрии. Это очень много. Но ни одного жителя Мариуполя или Бучи этот ущерб агрессору не воскресил. Если ядерная бомба упадет на Тель-Авив, покойным жителям города будет абсолютно наплевать, что через час американцы бахнули по Тегерану, и ни единый аятолла не выжил. Последствия для агрессора – это аргументы для агрессора. Если они уже не сработали для него, то жертвам плевать, что злодею тоже стало плохо. Убитые 7 октября уже не обрадуются, что организаторы нападения в могиле. Нельзя последствиями остановить нападение, которое уже случилось. Теперь концепция поменялась. Последствия для агрессора должны наступить до того, как ваши граждане начнут гибнуть, потому что гибель граждан неизбежна, если позволить агрессору дожить до реализации его планов. И вот теперь миру явлена новая концепция. Ее представил Израиль. Он однозначно говорит, что он теперь смотрит на вещи иначе. Нет теперь никаких рациональных диктаторов и никакого меньшего зла, если речь идет о политическом режиме, который до зубов вооружается и хочет Израиль уничтожить. Не станет Израилю хуже от того, чтобы прибить офигевших от власти стариков, прямо заявляющих, что они хотят убить израильских граждан. Ведь старики эти от власти офигели, а не устали. Даже если на их место придет отмороженная молодежь с еще большей потребностью убить израильтян, по крайней мере, она будет сильно ограничена в средствах это сделать. По всему, что мы видим, по всему, что говорит Израиль официально, именно эта идея понята и воспринята. Хуже не станет. Возможно, будет так же, как и было, но без ядерной бомбы. Не надо фантазировать о худшей перспективе. Надо уничтожить физическую возможность худшее осуществить. Пока не ясно, что у Израиля из этого выйдет. Это новая концепция в мировой политике и на Ближнем Востоке в частности. Израиль уже уничтожал ядерные реакторы в Ираке и в Сирии, но он еще никогда не начинал таких масштабных атак против политических режимов в соседних государствах. На Ближнем Востоке всегда было много желающих уничтожить Израиль, но Израиль разбирался с их армиями, когда они вставали у израильских границ. Иногда он бил первым, как в шестидневную войну, иногда нет, как в войну судного дня, но войны всегда проходили на израильской территории. Сейчас война разворачивается принципиально иным образом.
Израиль уничтожил всю инфраструктуру ПВО Ирана, уничтожает его ядерные объекты и военное руководство и явно демонстрирует намерение не позволить больше существовать в Иране режиму аятолл, которые одной из своих главных целей ставили уничтожение Израиля с самого момента их прихода к власти. Пока, опять же, неизвестно, чем это закончится. Но хотелось бы, чтобы финал был вот такой. Чтобы новое правительство Ирана или нынешнее отказалось от цели уничтожить Израиль, нормализовало бы с ним отношения. Чтобы как Египет, Иордания или Арабские Эмираты заключило бы с Израилем мир. Чтобы в Тегеран, как сейчас в Дубай, начали летать прямые рейсы из Тель-Авива. Чтобы в этом регионе не было причин для войн. За 77 лет существования Израиля много кто пытался его уничтожить, а потом отказывался от этой затеи. Такие страны потом выигрывали от хороших отношений с Израилем, от экономического сотрудничества с ним, из США, от спокойной мирной жизни. Иран от идеи уничтожения Израиля пока не отказался, и Израиль решил предпринять по этому поводу меры. Посмотрим, что будет дальше. До завтра.